Всем привет! Я решила поделиться своим опытом, потому что в определенное время мне не хватало такой информации. Начну с того, что мне 27 лет, и вот только буквально недавно я сама для себя даже сделала камин-аут. Я признала, что я бисексуальна. С самого детства я росла в обычной семье. Папа инженер, мама педагог. И, как, наверное, в большинстве семьях, никакого воспитания сексуального дома не было. Чтобы вы понимали, когда по телевизору показывали сцены с поцелуем между мужчиной и женщиной, папа всегда шуточно комментировал это и выгонял из комнаты, когда какие-то показывали более сексуальные сцены. Я даже не говорю о возрасте 6-7 лет, это происходило гораздо позже и в подростковом возрасте. Это я к тому, что моя ориентация развивалась как сорняк. И я уже не говорю о обсуждениях каких-то видов ориентации в нашем доме. Это всегда вызывало какой-то смех, недоразумение. В детстве я на самом деле даже не задумывалась о том, что есть какие-то виды ориентации, кроме гетеросексуальной, между мужчиной и женщиной отношений. Я росла на примерах своих родителей, их друзей и родителей моих друзей. Все они собой составляли гетеросексуальные пары. В садике меня спрашивали, как мои дела, понравился ли мне мальчик какой-то в садике, что в принципе подсознательно вбивало, что мальчики это хорошо, а девочки, такого в принципе быть не может. Но в один момент у меня поменялось сознание, и это произошло где-то в 12-13 лет, когда в мир охватила новая популярная группа тогда, Тату, где девочки, лесбии, и все очень громко их обсуждали, о том, что, о боже, как это так, по крайней мере в нашей стране, и вообще, в принципе, я думаю, во всех СНГ странах. В этот момент внутри все перевернулось у меня. Мне стало интересно, как это вообще любовь между девушкой и девушкой, между двумя девушками. В этот период я в первый раз поцеловалась с девочкой, но позже это переросло в отношения. Мы учились целоваться на заброшках у нее дома. В школе на переменках мы закрывались в туалете. И как-то раз нас застал один мальчик, который потом нас дразнил лесби. Нам было ужасно стыдно, мы вообще не хотели, чтобы нас кто-то видел, потому что мы это делали, в принципе, потому что нам нравилось. И мы отнекивались как могли перед нашими одноклассниками. Это были не просто поцелуи, я испытывала чувства к этой девушке. Позже эта девочка переехала с родителями в другой город, и мы, в принципе, больше не виделись и не общались. Через время я пробовала целоваться с другими девочками, строить отношения, но я ничего не чувствовала к ним, никаких чувств таких, как было с первой. И поэтому я сделала вывод, что, скорее всего, это было просто из-за моды на группы Тату и моего любопытства. Спустя время у меня появился первый парень, потом второй и через время третий. Симпатия к девушкам у меня оставалась, но так, чтобы как с первой какие-то эмоции у меня были, такого не было. Поэтому я как-то подзабила на это, и долгое время я вообще об этом даже не думала. Потом я закончила школу, закончила музыкальное училище, переехала в другой город учиться дальше, поступила и вышла замуж. И я выдохнула с облегчением, что, слава богу, я нормальная, то есть мне нравятся мужчины, я люблю своего мужа. Вроде бы как все наладилось с моей ориентацией, и я выдохнула с облегчением, что стала нормальной. Я гетеро, йоу. Спустя пару лет в браке с моим мужем мы решились на сексуальные эксперименты с другими девушками и о сексе втроем. Но сколько бы мы ни пробовали, к моему удивлению, мне совершенно не понравилось. Мне казалось, что с моей симпатией к девушкам мне определенно должно было понравиться, но этого не случилось, и я окончательно запуталась в своей ориентации. Я была в растерянности, не понимала и впала в депрессию. Такие эксперименты мы прекратили. Я старалась не думать об этом и жить дальше.
погрузилась полностью в карьеру, достигала определенных высот, но это не делало меня полноценно счастливой. Я не могла понять, почему, ведь у меня есть интересная работа, о которой даже не могла мечтать, любимый мужчина, который меня поддерживает во всем, и какие-то съемки, фотосессии, путешествия. В принципе, у меня было все, о чем я когда-либо могла мечтать для идеальной своей жизни. И в один прекрасный момент я познакомилась с девушкой, которая полностью перевернула мой мир второй раз. И она была идеальна во всем. Первое время я не понимала, что со мной происходит. Мне было интересно все, что она делает. Я следила за ней в социальных сетях, смотрела ее фотографии, лайкала, или даже просто сохраняла себе, пересматривала их. Мне казалось, что я хочу быть как она, делать то, что делает она, смотреть, что она смотрит. Но я понимала, что это невозможно, потому что мы с ней абсолютно разные люди. И я индивидуальный человек, у меня есть свои особенности, у меня есть своя индивидуальность, повторюсь. Мое сердце разрывалось, и я не понимала, что со мной, что мне делать. Мне казалось, что это нездорово. Этот период длился очень долго, и мы с ней практически не виделись, очень редко общались, но мне хватало для того, чтобы эти эмоции снова подпитывались и подпитывались при малейшем каком-то контакте с ней. При этом я продолжала любить своего мужа, что полностью меня убивало. Я не понимала, я старалась не давать этим эмоциям верх, продолжать работать, забивать на эти эмоции. Понимала, что так нельзя, что у меня есть мой мужчина, которого я люблю, и вот эти все эмоции, которые я испытываю, это неправильно. Я решила просто заняться собой, добиваться еще больших целей, смотрела на ее достижения, смотрела, чем она занимается. Мне было интересно добиться большего, чем она. Я хотела стать лучше, чем она. И каждый раз, когда я добивалась каких-то высот, внутри меня маленький голос говорил: ты сделала это, ты лучше, чем она, ты круче, чем она, ты выше, чем она. И это как-то радовало меня изнутри на самом деле. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот я чувствовала такую радость. Возникали мысли, что может это зависть или, не знаю, что-то в таком роде, вот типа женской зависти. Но я передумала, потому что через время, когда я достигла еще больших карьерных высот, внутренних каких-то высот, финансовых, я уже на нее смотрела как, в принципе, на равную конкурентку, если можно так сказать, на девочку, которая, в принципе, со мной наравне. И несмотря на это, у меня не пропали к ней чувства такие теплые. Я понимала, что да, она крутая, я тоже крутая, мы оба крутые, но у нас как бы нет ничего в отношениях, мы не можем быть вместе, потому что. И несмотря на это, я все равно испытывала к ней очень теплые чувства. Хоть я и двигалась вперед, развивалась, строила карьеру, я понимала, что, это мне не так интересно. Моя работа меня перестала радовать, и я решила ее бросить, побыть собой, своими мыслями наедине, разобраться вообще, что со мной происходит, разобраться в своих мыслях и со своей ориентацией. Спустя пару месяцев, при которых у меня были и слезы, и истерики, я пыталась понять себя, разобраться вообще, что со мной происходит. Я поняла, что просто люблю ту девушку, вот просто безвозмездно, несмотря на то, что мы с ней очень редко виделись, практически не общались, но мне хватало это для того, чтобы чувствовать такую наполненность внутри. И при этом я не переставала любить своего мужа, что меня вообще долгое время сводило с ума, потому что мне казалось, что невозможно любить нескольких людей. То есть мы привыкли, что у нас есть одна половинка, которую мы всю жизнь ищем, находим. Так, в принципе, можно сказать о гомосексуальных отношениях и о гетеросексуальных отношениях. Но когда
ты бисексуал, вроде бы как должно быть проще, потому что тебе нравятся и парни, и девушки, ты можешь выбирать либо то, либо то. Но в моем случае получилось так, что я люблю обоих этих людей. И мое сердце просто разрывалось от того, что в голове у меня не укладывалась такая композиция. Мне понадобилось 27 лет для того, чтобы понять, что такое бисексуальность, что можно любить двоих людей, что сердце у нас условно не делится пополам, ты и твоя половинка, но все вот эти вот критерии, вот нормы, они у нас в голове. Если мы захотим любить 3 людей, мы будем любить 3. Если мы захотим 4, ну я не знаю таких случаев, но в общем, в моем случае так, что я люблю нескольких людей. Я люблю и мужчину, и женщину одновременно. Мне понадобилось 27 лет, чтобы понять это. Понять, что бисексуальность — это не есть плохо. Это просто такая разновидность отношений, эмоций, чувств. Любить 2 пола одновременно — это возможно. И нет никаких правил, как это должно быть. Если мы чувствуем, что мы любим 2 людей, да, нужно принять это просто для себя, как я, в принципе, и сделала. Моя ведь жизнь единственная, я поступаю так, как чувствую. Теперь я поняла, что ориентация проверяется временем, настоящими чувствами. Теперь я чувствую себя абсолютно полноценной.